Привет, мои дорогие девочки, привет, котики, с наступающим вас. Мы тут немножко с вами задержимся и не будем отвлекаться от основных приготовлений салатов, подарков, поздравлений и все остальное. Но мы сегодня не могли не выйти с вами в стрим для того, чтобы погадать. И, конечно же, мы будем гадать на практически две темы, но мы их соединим. Это будет его чувство к вам сейчас. Вот я думаю, многим будет это интересно, да? Его чувство к вам сейчас до вот этого, до курантов, скажем так. И еще посмотрим с вами, сделаем такой мини-прогноз, связанное гадание. Мы посмотрим с вами любовные чудеса, вот те, которые вы не планируете, про которых вы не знаете, и мы про них тоже скажем с вами загадками, да. Но вот я думаю, что многие из вас все равно где-то вот у кого так очень будет сильно развитая интуиция, вы сами догадаетесь, про что мы будем с вами говорить. В общем, но оно такое будет интересное гадание, что мы совместим. То есть вы будете гадать на какого-то мужчину, которого вы хотите узнать, да, его чувства к вам сейчас. Но под этим каждым вариантом мы с вами, девочки, разложим еще и любовные чудеса в 2022 году, отталкиваясь от той карты, от того сигнификатора, который выпадает на мужчину. То есть мы сейчас раскроем через мужчину, вот на которого мы разложим, да, и эти любовные чудеса, которые вас ждут. Потому что вы сейчас вот находитесь, скажем так, вот в той вибрации, когда вам интересен какой-то мужчина, да, вы какие-то чувства к нему испытываете. И в зависимости от этих чувств мы будем смотреть с вами чудеса. Чувства и чудеса. Ну, смотрите, девочки. Смотрите, как я нарядилась сейчас. Но так как у нас руки все время в кадре, то я вся в блестках, девочки. Это блестки подаренные. Приехали мне с России, моей любимой. Тут у нас что? Жемчуг, девочки. Это речной жемчуг синий. И это для привлечения мужчин. И мы будем с вами их привлекать. Колечки, голубые руки, ногти. С этой стороны, смотрите, что лежат. Это такие вот карты, про которые вам как-то рассказывала, да. Я их не могу рубашками перевернуть, но они две червовые. И сверху вот такая вот интересную монетку я вам положила. Подарок с любимой Украины. И вот сюда, вот так вот, чтобы привлекали в правом углу, там, где у меня и кольца все я ношу, все на правой руке. И будем с вами, мои дорогие, смотреть. А слева вы можете увидеть шапку, снятую Санта-Клауса. И еще это не все. И вот таким вот маслом, для того, чтобы у нас все эфирное масло, соблазн, девочки. Вот все, чтобы дышало вот этим новогодним любовным очарованием. Это иланг-иланг, сандал, бергамот и жасмин. Аромакомпозиция. Я им сейчас вот просто тут покапала немножко. Тут даже капельки где-то вот видны. Для того, чтобы пока мы с вами гадаем, мы этим дышим, мы этим живем, мои дорогие. Ну что, давайте посмотрим. Первое мы разложим на 4 варианта. Его чувство к вам сейчас. И под низом, под каждой картой мы с вами посмотрим любовные чудеса, которые вас будут ждать. Если вы будете загадывать, котики мои, на несколько вариантов, да, и под каждой картой все равно какое-то любовное чудо будет. Я вам скажу, что выстрелит именно к тому мужчине, которое привязано, к которому действительно идут какие-то глубокие чувства. Многие из нас даже иногда не могут понять, глубокие это чувства к мужчине, не глубокие. И поэтому, кажется, загадывала на одного, например, на Макса, да, а снизу какое-то любовное чудо. А тут загадывала не очень такого любимого или незнакомца. И это чудо ярче, девочки, выстрелит для тех, у кого, например, чувство с Максом закончится, да. То есть тут такой будет подвох. Это подвох, это так, как сбивается на самом деле Таро. Так что, мои дорогие, кто сейчас свободен, у кого выбор из мужчин есть, или этого выбора пока нету, мы с вами все это наработаем. Поэтому загадываем 4 варианта. Там, где ваш мужчина, интересующий вас, присутствует.
И остальных, девочки, вы можете просто загадать какие-то имена. Незнакомцев загадать каких-то. Главное, чтобы на 4 рубашки у вас были 4 мужчины. Ну что, давайте глянем. Его чувства к вам сейчас предновогодние. Девочки, вы все ощущаете праздник? Может, кто-то не особо его чувствует? Вот у нас, например, дождь, ливень, никакого снега, снега 0. По лужам можно ходить. Снег недавно был, и его просто сейчас уже просто нету. Жалко, так жалко. Хотелось санки, сугробы. Ну что, давайте, девочки. У нас зомби-таро. Живых и мертвых, конечно же. И будем смотреть его чувства к вам сейчас. И любовные чудеса, которые вас ждут, котики мои. В 2022 году. Если честно, вот и если про себя, девочки, гадать, да, то вот, например, для меня намного важнее не то, что там какие-то чувства мужчины, да, мне они как бы так, я раскладываю, когда очень заинтересована, или прошу кому-то мне погадать, да, но, например, любовные чудеса, какое чудо ждет и все остальное, прям я это очень люблю. Ну что, давайте посмотрим, девочки, его чувства к вам сейчас. И любовные чудеса, которые вас ждут в 2022 году. Выбирайте, мои дорогие, одну карту. Вы можете тут тоже увидеть копеечка. У меня одна лежит. Тоже вот такая прекрасная. Вот смотрите, какой тут ведьмак. Мужчина. Это такие монетки. Ну что, ложусь здесь на беса и гадаем. 1, 2, 3, 4 вариант. Выбирайте свой, тот, которому у вас душа лежит. А на остальные загадайте каких-нибудь незнакомцев. Сюда, например, черного незнакомца, сюда брюнета, да, сюда блондина, сюда кого... Ну, что в голову придет, кстати. Бедная Саидка. У Саида вкусов и запахов не чувствует. Ничего, Саида, это ничего страшного. Все равно ты выздоровеешь, и все у тебя будет хорошо. В Польше вообще плюс 13. Анна пишет. Ну что, девочки, давайте смотреть 1, 2, 3, 4 вариант. Первое, мы будем смотреть его чувства к вам сейчас, вашего мужчины, про которого вы думаете. Кто-то может еще и посмотреть каких-то незнакомцев, либо не очень интересных мужчин. И мы обязательно будем докладывать на вот таком вот оракуле. Ну, правда, смерти, но очень интересном таком, знаете, средневековом оракуле. Мы посмотрим с вами любовные чудеса в 2022 году. И я вас тоже обожаю, девочки. Мариса, спасибо. А Милли повезло, у них идет снег и сугробы. Ну что, поехали. 1, 2, 3, 4 вариант. Ну что, смотрим, мои дорогие. Так, первый подшапковый вариант. Его чувства к вам сейчас, девочки. Его чувства. Смотрите, кто выпал. Рыцарь. Рыцарь костяной. Костяная нога, девочки, вам выпала. Этот мужчина. Вот сказать, что он думает о вас, да, это ничего не сказать. Потому что либо у кого-то мужчина стремится с вами провести эти новогодние праздники. Может, даже не сам Новый год, но там какие-нибудь такие, ну, другие, да. То есть Старый Новый год, возможно, Рождество. Ну, или отдельно как-то с вами провести этот праздник. То есть мужчина рвется, он на поводке, но ему очень сильно хочется с вами быть, девочки. Причем мало того, что быть, он готов, не то что готов, он еще какие-то действия предпринимает. Даже если вы здесь загадали какого-нибудь бывшего мужчину, с которым вы, девочки, не общаетесь, я вам скажу, что либо ждите какой-то смс-ки от него, либо какого-то проявления. То есть он все равно себя покажет, он проявится вот именно на эти новогодние праздники. То есть, думая вот сейчас о Новом годе, который сейчас наступает,
он, девочки, будет проявляться к вам. Он в нем это уже сидит, понимаете? У кого-то это может проявиться прямо на Новый год, в новогоднюю ночь. У кого-то на следующее утро, когда он проснется, похмелится или еще что-нибудь, да? А у кого-то может даже ближе к 7 января, да? Если, кстати, мужчина под какой-то магией, он будет проявляться ближе к 19 января. Ну, кстати, вот эти вот все праздники, они не просто так, да? Это все связано и с лунами, и с солнцем, девочки. Так что обратите внимание, мужчина будет проявляться. Он сейчас даже думает о том, как вот к вам подойти. И все его мысли связаны с материальным проявлением. То есть он покажется. И он будет настроен на то, для того, чтобы с вами увидеться, с вами говорить вживую. Он может, конечно, знаете, так вот, хвост поджать и, например, это отделаться просто какими-то смс-ками там или еще с чем-то. Но если он, как говорится, сильный, волевой, на многое настроенный, этот мужчина очень сильно проявится. Причем, как, прошу прощения, как, например, мужчины, которые негативят к вам, они тоже будут проявляться здесь, да, так и мужчины, которые положительно к вам относятся, они тоже будут здесь проявляться к вам. То есть мужчина настроен на то, что он появится в вашей жизни, проявится, напишет поздравления, смс-ки, придет в гости, назначит встречу и все остальное. Единственный момент, что я бы все-таки подумала, если сейчас, в ближайшее время, девочки, он будет проявляться, да, то есть вы, смотрите, снимите где-то розовые очки, или пока вы под шампусиком, винчиком, мартини или еще чем-то. Кстати, кто что сегодня будет, девочки, пить? Ага. Мы купили мартини. Мартини буду мешать с соками всякими, вишневыми, не вишневыми. Короче, решили мартини выпить. А вы что? Напишите в комментариях. В общем, девочки, вот этот мужчина стоп пудов проявится. Причем хочет на свидание с вами. Это по-любому. Но давайте еще глянем. Его чувства к вам сейчас. Кто-то на него ругался, кто-то орал. Это кто, ну, или в семье, например, на него говорили. Но знаете, такие обидные слова в его сторону были. Вот прям сегодня. Или даже будут, да. То есть у него кто-то на него точит зуб. Но это зуб, это какая-то такая ярость. Либо это по пьяни какая-то ярость, либо «Эй, ты смотри, куда идешь». Или там, или, например, какая-нибудь бывшая проявится, или еще кто-то. Или наорут на него девочки, в общем. Или уже наорали. И его чувство к вам сейчас. Он сегодня очень сильно ранимый. Паш мечей выпал, да. То есть, смотрите, он хочет к вам действовать, да, но на него орут, и он поджимает хвост. Он скукоживается. С рыцаря идет в пажа. Так. У некоторых, девочки, если вот у вас вот этот мужчина вообще никак не проявится, не проявится по отношению к вам, да, вот просто знайте, что там появилась какая-то женщина, именно женщина, которая просто может по несколькими словами просто превратить любого мужика в ничтожество, да. Это может кто-то из родственников его быть или ну, не знаю, ну, кто-то, девочки, женского рода. Сегодня у него такое, не очень, кстати. И он может замкнуться очень сильно в себе. Очень сильно в себе. В общем, знаете, если он вам не написал, не позвонил, то его там обидели капец и сидит просто как мокрый еж. Его чувство к вам сейчас. Вот к чему это вся Санта-Барбара, девочки. Вот это Санта-Барбара, 2 восьмерки. Хазардов и костей вам выпали, да. А это плохие слова по отношению к нему, потому что это женщина что-то знает, какой-то его секрет, либо про ваши какие-то отношения, либо про его желание с вами общаться, да. Но она его, короче, осаживает, и она...
как-то, она может даже не говорить про вас, да, но вот как-то, да что ты, неумеха, ой, ты плохо сегодня выглядишь, да кому ты нужен, или какие-то, например, его недостатки так больно сказать, что ему будет больно, да, то есть мужчина очень зажимается, сильно. Давайте еще посмотрим его чувства к вам сейчас. Он, девочки, все равно, вот смотрите, у него очень сильное сигнификатором выпало общение с вами. И 19-й старший аркан Солнце, девочки, это значит, что у вас будет ключевая встреча с ним. Либо это сегодня, либо вот ближайшее время, девочки. Или, например, вы давным-давно не будете... Ну, знаете, на что это похоже? Например, женщина не живет с мужчиной, они не видятся, это какой-то глубокий бывший, да, и тут по Солнцу идет такая ключевая встреча, которая расставит все на свои места. То есть это даже вот какая-то кармическая ретроспектива в прошлое, да, что что-то вы где-то с ним не доделали, и вас все равно сталкивает судьба, причем даже не вас к нему, а его к вам. Он к вам тянется для того, чтобы что-то вот это решить из прошлого. И он подсознательно к этому идет. Но идет он к этому очень трудно, девочки. Если вы загадали здесь своего любимого, с которым у вас, в принципе, нормальные отношения и все хорошо, да, обратите внимание, что вам лучше с ним держать отношения, ну, в тайне от других, да, причем от каких-то женщин с его стороны, потому что с той стороны на мужчину идет какой-то негатив, он просто плещется и выливается в сторону вашего мужчины, да, и причем он из-за этого теряется, он скукоживается, он не может проявляться по-нормальному, да, ему даже свет как не мил становится от этого, что про него там какая-то бабища плохо говорит. Она реально бабища, потому что, извините меня, так мужика за яйца брать неосторожно, некрасиво, да, то это, ну, это, может быть, и даже и не по-женски. Слишком она какая-то, знаете, резкая женщина, девочки. Вот. А что он чувствует к вам прямо сейчас? Пятерка кубков. Он надеется на не то, что на встречу или как он себя будет вести, а чем на хороший исход вашей встречи. То есть он думает не про то, как он будет назначать вам свидание, видеться с вами, да, а про то, что в конце будет, в конце этой встречи. Он, девочки, будет к вам проявляться. Имейте в виду. И смотрите, да, этот мужчина, по факту, он готов к любви, да, его можно многому чему научить, любить женщину, его можно... Ну, короче, это просто непаханное поле, да, это просто глина, с которой можно вылепить и нормального человека. Единственный момент, что его гнобят девочки, это буллинг, это какой-то троллинг других женщин. И он очень сильно замыкается в себе. И от того, что он замыкается, у него потом идут трудности и в общении с другими женщинами, с созданием пары. И смотрите, он даже вот психологически настолько не настроен, да, на именно как вести себя как герой при встрече там или в интиме в том же, да, но почему-то он хочет вот эту вот положительную реакцию иметь в конце ваших каких-то свиданий и встреч, что странно, кстати, само по себе. Я бы сказала, что тут, ну, мама дорогая, что-то из психологических проблем, комплексов на него очень сильно давит и его душит. И поэтому он знаете, как маленький ребенок, который боится ехать в поезде, но хотел бы оказаться в какой-нибудь, например, теплой стране, да, чтобы этого ничего не было, и сразу я там оказался, где я хочу, там, где тепло, хорошо, обезьянки и все такое. Вот такие дела. Ну, давайте, знаете, что посмотрим дальше. Не будем сильно так затягивать гадания, для того, чтобы не отвлекать вас тоже от всяких дел. Но все же, да. Давайте посмотрим сейчас на оракуле любовные чудеса, которые вас ждут в 2022 году.
Придет девочке какой-то либо разведенный, либо давно холостяк. Он больше лет 9 холостяк, либо такой вот разведенный прямо, понимаете? Мужчина придет, будет к вам, он не то что свататься будет, а как его приведут девочки, да? Вот как не сам свататься придет, а за него придут к вам разговаривать, типа, примите или что. Да, девочки. И вы, знаете, что будет? Вот какое-то любовное чудо такое интересное. А вы выпали королева пиковой. То есть, это королева с завязанными глазами, которая не видит мужчину. То есть, к вам придут сваты, сваты, либо какие-то сводники, скажем так, для того, чтобы вас познакомить с каким-то разведенным или с каким-то таким холостяком, который больше 9 лет в холостяках. Понимаете? Будут разговаривать с вами за него. Так что вас будут сватать. А вы его видеть не будете, кстати. Вот это... А вот, кстати, да, я вот думаю, как это относится к любовным чудесам? А это вот это и будет чудеса сватовства, что вы не будете видеть мужчину, а его будут к вам сватать. Конкретное такое сватовство. Но интересно, что вот этот мужчина... Девятым, да? Девяткой выпал. Девятка — это, девочки, отшельник. Но он и не идет как настоящий отшельник к вам. Он идет так, как тот, которого вы не видите. Как не то, что свадьба вслепую, а знакомство вслепую, знаете? Как даже шоу такие есть. Свадьба вслепую или что? Давайте посмотрим еще. Любовные чудеса. Какие вас ждут? Семерка червей. Ух ты, да. У вас, девочки, чудес будет хватать в 2020 году. Любовных. Тут очень много всего, знаете, какого идет, связанного, как ни странно, с магией. Как ни странно, девочки. Вы поедете в какое-то незнакомое место, в которое вы никогда не были, и оно будет связано с магией. Возможно, вы к кому-то там поедете, либо к бабке какой-то, либо к тарологу, либо к ведьме. Ну, мало ли, куда вы поедете, да, и кататься будете. Дальше. И причем вот вас будут... Вы даже не сами будете себе это планировать и выдумывать, да, они, эти пути для вас новые, другие откроются. Вы в 2022 году будете иметь очень много новых каких-то путей, дорожек, про которые вы даже сейчас не думаете. Но они связаны, реально все будут с магией. Это раз. Во-вторых, на этих новых путях, девочки, идут, вы увидите мужчин, которых вы раньше не замечали, о которых вы вообще раньше не думали. Но это будут какие-то свидания вслепую. Вот реально вслепую. То есть, если вы думаете, что я вот, например, познакомилась на сайте, вижу фотки, и я к этому мужчине иду, и мы с ним встречаемся. А нет, нифига вы не угадали. Здесь, скорее всего, кто вот сидит на сайтах знакомств, будет так, что из-под фото будет одно, мужчина будет другим. Потом вам с фейковых страниц могут кто-то писать, да. То есть, как-то мужчины, вы будете думать про них одно, или представлять себе, что это вообще человек, ну... не ваш или еще что-то, а они будут совершенно другое. Но вы как попадете в какой-то новый мир из кучи тропинок. Это как в лесу куча тропинок, и никогда не понятно. Вы, короче, красная шапочка, девочки. Алиса в стране чудес. Много каких-то новых дорожек, тропинок каких-то, и вы не будете... И это вот в свидание вслепую, это вообще будет ваша тема, понимаете? Вы будете думать одно, будет приходить другой. Но причем я бы не сказала, что вы будете разочаровываться. Вас будут сватать вслепую. То есть вы не будете видеть жениха, а вам будут его подкладывать, скажем так. Или вы будете, знаете, ни слом, ни духом. Подружки скажут, а пошли туда-то, туда-то, и там встретите мужчины. Вам будет казаться, что это какое-то само собой получилось, а это нифига. То есть вам подстроили. Либо вам напишет какой-то незнакомец. Ну, короче, много чего такого интересного. Нежданчики. Готовьтесь, девочки, к любовным нежданчикам. Но вот мне вообще очень сильно вот это вот удивило и понравилось, да. Это насколько кто-то будет чеканутым на всю голову, чтобы знакомить вас с мужчиной, которого вы не знаете.
даже без его участия, понимаете? Сватовство. Сватовство, девочки. И не просто знакомство, а сватовство. Без участия мужчины, прикиньте. Ну, посмотрим, мои дорогие, как оно будет. Ну что, давайте посмотрим второй вариант, девочки. Еще раз повторюсь, мы гадаем на его чувства к вам сейчас и раскладываем еще под каждым вариантом про любовные чудеса в 2022 году. Ну что, давайте посмотрим его чувства к вам сейчас и любовные чудеса, девочки. А вы в курсе, что у вас либо другой мужчина будет в 2022 году? Любовь-морковь, это может быть иностранец, это раз. Во-вторых, это какой-то вообще новый мужчина. Кто любит помладше, девочки, тот может потерять голову от мужчины помладше. Это 2. И третий вариант, давайте уже поговорим про того, кого вы загадали. А вы его совершенно-таки зря сейчас, мои дорогие, загадываете. Нулевой старший аркан, Zero, да? Вам выпало Zero у нас в казино. И вот эта карта дурака, это не говорит о том, что ваш мужчина дурак, да? Это говорит о том, что в вашей жизни будет, мои дорогие козочки, рокировочка. Вы готовы к рокировочке мужчин своих? Даже если вы здесь загадали своего любимого мужчину, девочки, в котором вы в паре, за которым вы замужем, вот просто смотрите, как в следующем 2022 году, а это уже начиная с завтрашнего дня, попадется к вам такой мужчина, который сведет вас с ума. Это может быть таксист. Это такой вот нежданчик, что мама дорогая. Это может быть, если вы, например, учительница в школе, ученик. Это вот что-то такое, девочки, идет, которое офигеть как заставит вас задумываться, а с тем ли вы мужчиной. Причем вам будет казаться, что и с тем, да, я этого люблю, но крышу где-то будет, девочки, крыша будет протекать, скажем так. Ну, с хорошей стороны тоже. Но давайте все-таки разложим на этого мужчину. И вот эта карта дурака, это не на вашего мужчину выпала эта карта. Но любой старший аркан выпал, девочки, именно для вас. Что, смотрите, будет рокировка. И кого вы любите сегодня, может быть, вытолкаем другим клином в следующем году. Клин клином вышибают. И вот будет у вас такой момент, что вас, девочки, с седла-то снимет какой-то новый мужчина. Это либо любовник, это какой-то, возможно, такой вот флирт, когда вы вроде бы все хорошо, и, блин, увидели такого красавца, что вы не то что задумываетесь, да, а вы вся жизнь перед глазами пройдет. А что делать? Бежать с ним на Кавказ. Никому не приходила в голову идея, если вас не поддерживают, бежать на Кавказ, девочки, с любимым мужчиной? Почему никому не приходит в голову? Ну что, давайте еще посмотрим. Давайте посмотрим все-таки этого мужчину. Его чувства к вам сейчас. Его чувства этого мужчины к вам сейчас. А вот он и выпал. И он, девочки, ой, короче... Вот по факту этот мужчина вас, он будет, девочки, даже не будет, это не продолжительное время, это резкое проявление к вам, негативное, оно будет в виде ревности какой-то. Смотрите, столкнуться дурак, это новый человек, мужчина с вашей жизни с 2022 года столкнется с Дедом Морозом с 2021 года. Это битва, девочки. Это ринг будет. Но я вам скажу одну вещь. Вот этот мужчина королем по отношению к нулевому старшему аркану. Он не будет с ним выяснять отношения. А угадайте, с кем он будет выяснять отношения? С вами. Понимаете? Вот это такая типичная история. Например, любовник и жена лежат в кровати, муж приходит. Угадайте, кого он будет лупить первым? Один мужчина будет лупить мужика, сразу они столкнутся, а другой будет лупить кого? Жену. Да? И вот обратите внимание, вот, а вы уверены, вот представьте такую гипотетическую ситуацию. Ваш мужчина, ваш муж, к примеру, да, вот этот человек, которого вы сюда загадали, вдруг видит вас в постели с любовником. Как вы думаете, кого он будет лупить?
Но есть еще и вариант, что он просто развернется и в слезах убежит, да? Но мы пока это не рассматриваем. Вот как вы думаете, он будет выяснять за грудки с мужчиной или с вами, девочки? Вот вы сейчас загадали этого мужчину, да? И он с этим не справится. С этим будет справляться провидение и ваши желания. А вот этот мужчина, девочки, будет гомздеть на вас. Понимаете? Вот это тот мужчина, который это вот берет и бьет подушками не любовника, а жену. И имейте в виду, девочки, что знаете, что он уже чует, что что-то не то. Вот по факту, вот этого мужчину, которого вы здесь загадали, у него какая-то чуйка есть, да, что где-то, что-то где-то может быть с вашей стороны. Давайте еще посмотрим его чувства к вам. Да, девочки, у него чуйка, и чуйка работает конкретно. Я даже вам скажу, что не так уж и далеко до того времени, когда у вас это все случится. И, скажем так, Новый год у вас не с 1 января начинается, да, а вот именно вот даже, это не то, что прям Новый год, это даже какой-то новый цикл вашей жизни, вот с этого нулевого старшего аркана. Вот все взбаламутится. Все взбаламутится в один момент, и это будет отсчет вашего Нового года. А вот этот мужчина, которого вы здесь загадали, он уже переживает на эту тему. Он уже чует что-то не то. 4 кубков. А к кому-то вы пришла. Знаете, что вот этот мужчина будет делать по отношению к вам, да? Вот смотрите, все равно надо поделить. Бывшего вы загадали, настоящего, девочки, может, кто-то будущего тут загадал. Если кто-то здесь будущего, кстати, загадывал, да, то у вас будет 2 мужчины на выбор. Мечевой и дурак. То я вам скажу, тут, если выберете умного, он будет для отношений. Если вы такого деятельного, такого, а поехали, давай там выпьем, погуляем и все остальное, то он быстро у вас пройдет. А если такого рассудительного, да, то будет жизнь малина, но без любви, скажем так. Так, ладно, к чему я тут, девочки, говорю? 4 кубков в доме, скажем так, и 5 мечей. Вот этот мужчина, которого вы здесь загадали, он как будто хочет с вас еще немножко соков попить, да? То есть я вам скажу так, будет такой момент, что чем ближе вы будете к этому нулевому старшему аркану дурака, да, когда у вас будут уже идти вот эта комета к вам идти, то ваш мужчина, который, он, знаете, такое выражение есть, как с драной овцы хоть шерсти клок. И этот мужчина, вот перед тем, как уходить, когда у вас это будет проходить рокировка, вот этот мужчина будет пытаться с вас взять все, что угодно, лишь бы взять, понимаете? Это может быть, дай мне в долг, Ленчик, да, или Марусь. Дай мне в долг, или, а можно я там у тебя поживу? Ну, короче, или что-то ваше заберет. То есть он будет накручивать больше, чтобы, либо больше ваше пространство занять, поиметь с вас что-то. То есть имейте в виду, девочки, что он еще, как говорится, не насосався. Что-то с вас захочет поиметь. Если у него любовь, я вам так скажу, да, у него есть к вам симпатия и какая-то привязанность, но про любовную любовь я не могу сказать, потому что он как чует что-то не то. Либо вы чуете, девочки, либо он чует за вас, что что-то такое будет. Потому что у него вот эта тревога проснулась. А когда тревога проснулась, про любовную любовь уже, знаешь, так особо не скажешь. Ну все равно, давайте глянем. И давайте посмотрим, какие любовные чудеса вас ждут в 2022 году. Ага, вот он, девочки, ваш дурачок и выпал. Ну, в хорошем смысле. Нулевой старший аркан. В паже червовом. Крышу снесет, понимаете? Вы как его увидите, то просто потеряете дар речи. Вы просто будете его хотеть, желать, краснеть, белеть будете, понимаете? Не будете знать, что делать, как же, от чего. Ну, короче, это химия будет. И вот смотрите, говорила про молодого мужчину, и тут тоже, кстати, написано The Young Man, молодой мужчина, девочки. Давайте еще посмотрим. Любовные чудеса.
Все. Тут даже дальше можно и раскладывать. Вам вскружит голову мачо, девочки. Настолько вскружит в голову, что вы проснетесь, если вы, например, сейчас не уверенная в себе, или вам не нравится, как вы выглядите, или еще, короче, что-нибудь, то я вам скажу, что вы просто с этим новым мужчиной расцветете. Он может по касательной пройти, а может прямо в самое сердце. Я не скажу, что это будет прям, знаете, последовательная любовь, да, мы держимся за руки и идем по улице в ЗАГС. Нет, девочки, он настолько вас взбаламутит, что это вы будете стакан и вода, например, а в воде вот если что-то размешать, и мутная-мутная такая, знаете, зука. Сок, дзуку или зуку, как он назывался. Вы будете взбитый тархун, девочки. Вам настолько крышу снесет, что вы даже не ожидаете. Тут даже можно не раскладывать. И это новый мужчина, который вас забаламутит. У кого-то это будет проявляться как любовник, у кого-то это будет вообще что-то аховое-жаховое, да, но вы настолько задумаетесь о том, кто вот этот загаданный мужчина в вашей жизни, что вам, как говорится, мало не покажется. Но это хороший расклад. Вы как королева червовая поднимаетесь, понимаете? Женственность ваша высочайше прыгнет вверх, понимаете? Корона будет такая, что в обычные, в стандартные двери не войдешь. Придется заказывать нестандарт. Вот такие дела, мои дорогие. Так что у вас, конечно, будет насыщенный год в плане рокировок. Вот этого мужчину, которого вы здесь загадали. И, кстати, он может вообще с вашей жизни уйти. Вот, например, если вы пытаетесь его забыть, да, то вообще как слижут коты. Как коты слижут его, вот этого мужчину. Вот такие вот дела. Кстати, у некоторых из вас это может даже проявиться, девочки, в рождении мальчика. То есть вы переключите свое внимание на кого-то другого. На другого мальчика переключите внимание, понимаете? И, как говорится, как чуть-чуть будете мужа не так любить, как любили, потому что у вас новый мальчик. Вот такие дела, мои дорогие. Так что тут классный. С одной стороны, классный расклад. А, кстати, вот кто планирует забеременеть, девочки, по этому варианту, да, вот планируйте какие-то неожиданные места. То есть не то, что там дома на кровати, да, и потом в позе березки стоять. Нет. Тут надо, девочки, вот где-то в машине, летом в кустиках где-то, да. Как это сейчас сказать? Вот когда какой-то драйв и страх испытываешь, что тебя увидят, где-нибудь на крыше, на балконе, да, под забором, не знаю где, на каких-нибудь сиденьях, где... Короче, чтобы вы испытывали адреналин и страх, застигнутыми быть, сюрпризы на какие-то места. Вот там вот вообще забеременеете быстро. А если будете как обычно, там, ну, не особо. А вот когда адреналин такой будет в голове стучать и в попе, да, вот вообще, сразу словите вот этого нового мальчика. Но это кто хочет забеременеть. Ну, вот такие дела, мои дорогие. Из чудес, конечно, чудо чудесное, это ждет вас вот эта вот новая любовь. Но та, от которой сносят крышу. И причем та, когда этот мужчина не совсем может вам подходить, да, или еще что-то. Но вы раскроетесь как женщина. Как говорится, кто-то избавится от токсика, да. Вы посмотрите на себя, что вы действительно красавица. И вы много что увидите и откроете нового в себе. Вот такой вот, мои дорогие, красивый, санта-барбарный вариант. Ну что, давайте посмотрим третий вариант. Его чувства к вам сейчас и какие любовные чудеса вас ждут в 2022 году. Третий вариант. Девочки, вот этот мужчина, какие у него чувства к вам? Он не то, что... Он, короче, тоже о вас думает. Вот в первом варианте там мужчина думает и стремится, а вот этот мужчина прям вообще вот целое сегодня 31 число, он про вас думает, мои дорогие. Этот мужчина думает прямо сейчас, когда вы открыли эту рубашечку. Мало того, что он думает, да, у него даже есть какие-то планы насчет вас. Реализуемые или нереализуемые – это его проблемы, но у него... полон рот забот. У него планы на вас конкретные. Либо это вы встречаете Новый год вместе, либо еще что-нибудь. Ну, короче, у него очень яркая карта.
Он выпал королем, и он выпал вам, девочки, как королеве. Королеве, о которой он думает. Давайте еще посмотрим его чувства к вам сейчас у этого мужчины. Боже мой, девочки, это что он? Он хочет быть самым лучшим, самым красивым. И не только сегодня. Для вас он хочет быть таким. Типа, я непобедимый король. Я крутой, я красивый, я мощный, я сильный, я богатый, я супер-пупер. Ты должна меня такой видеть. Он, девочки, для вас хочет быть самым лучшим на самом деле. Получается у него, не получается, это его проблемы, да? Но мы сейчас говорим про его чувства к вам. Это может быть бывший, который в голове все равно думает, как бы к вам вернуться и быть этим лучшим для вас. И то есть он может жить от вас далеко свою жизнь, да? Но одним из мотиваторов быть лучше, там, взяться за ум, бросить пить или заработать еще 1 миллион долларов, кому что, да, этот мужчина все равно держит вас в голове и к этому стремится, понимаете, чтобы для вас быть этим лучшим, показать вам. Это то же самое, девочки, вот знаете, какие вот чувства к вам испытывает. Если взять встречу с одноклассниками, кто-то ходит, кто-то нет, да, но там каждую зиму проходят эти встречи с одноклассниками. Прошло там сколько-то лет спустя выпуска, да, и мы все в себе, в голове все равно представляем такую картину, когда наши одноклассники сидят, и мы такие приходим, и мы такие, а у меня жизнь удалась, да, или еще что-то, чем похвастаться, и вот хочется, да, вот, и вот этот мужчина держит тоже вас в голове, чтобы как будто вам, как для одноклассницы, показать, что он чего-то в этой жизни достиг и добился. Этот мужчина планирует к вам встречи с вами, если это бывший, если это настоящий, девочки, он слаб вас не отдаст. Вот он вас крепко собрался держать в своих лапах медвежьих, понимаете, крепко просто. И вас никому не отдаст этот мужчина. Будет бой, если же вдруг что. А если вы тут незнакомца загадали, то я вас могу поздравить, девочки. Потому что тут вообще крутой мужик на самом деле идет. Ну, давайте еще посмотрим. Давайте лучше про этого мужчину, про которого вы здесь загадали. Его чувство к вам сейчас. Его чувство к вам сейчас. Верховная жрица. Вы сегодня... Смотрите, сегодня новогодняя ночь. Даже если вы будете смотреть расклад не в новогоднюю ночь, а кто-то, например, позже, девочки, да, обратите внимание, что вот именно в этот день ваши мечты сбываются. Все, что вы не загадаете, вам принесет в зубах император. А император будет этим крестовым королем. Понимаете? Я к чему это говорю? Загадайте, поставьте себе на телефон напоминание, что вы хотите, через какое-то спустя время. И я вам скажу, что когда у вас на телефоне сработает это напоминание, вы увидите, кто приносит вам эти вот исполнение вашего желания. Это будет император. А, кстати, вот, кто любит Таро, обратите внимание, 2 и 5 старший аркан Таро, это Верховный Жрец и Верховная Жрица. Они находятся по левую и по правую руку от императора и от императрицы, от 3 и 4 старшего аркана, да? 3-4, а по бокам 2 и 5 Верховные Жрецы. Вы выпали Верховной Жрицей. И у вас идет мужчина, который сбудет ваши желания, те, которые вы будете загадывать, девочки. Может, не все, да, но какие-то такие основные. Вы можете, кстати, девочки, кто выбрал 3-й вариант, да, вы себе в бубен можете набить все, что угодно, по факту, да. Метлой себе намести и денег, и мужиков, и чего только ваша душа не пожелает. Вот пользуйтесь тем, что вы ведьма, девочки. Пользуйтесь. Кто сегодня думал, что вы Снегурочка, это ведьма в наряде Снегурочки, девочки. Так что, ведьмочки, с Новым годом вас, с новым счастьем и все такое. И давайте посмотрим, что у вас по любовным чудесам. А что тут? Я даже про его чувства, девочки, тут могу даже и дальше и не раскладывать. По одной простой причине. Потому что
Тут по картам сразу идет какое-то ведовство, да, и вам что говори, что не говори, вы все равно будете, да, делать так, как вам нужно. И причем, как обычно, у ведьм есть такое, она может и трагизма сама себе в жизнь добавить какого-то, пострадать, поплакать, а потом ей захочется счастья, она счастье приведет за хвост. Так что тут, в принципе, хотите этого мужчину, девочки, берите, ради бога. Не хотите, не берите. Тут все его чувства зависят, кстати, от вас и от ваших желаний, не от него самого. Вы колдунья, которая его заколдовали. И как он себя будет вести, как зомби, так и будет, как вы захотите. И давайте посмотрим, какие любовные чудеса в 2022 году вас ждут. Менстрел. 8 бубновая, девочки. 10. Подождите еще. Какие любовные чудеса вас ждут? Король. Червовый. Любовные чудеса какие вас ждут? А кто это кого? А вы в курсе, мои дорогие? Есть мужчина. Вот в 2022 году, короче, есть девочки мужик. Мужик хороший, добротный. На автомобиле. Даже на каком-то черном, я вам скажу. Даже на каком-то бизнес-класса. Мужик при деньгах, у которого есть и дом, у него есть и... Ну, короче, бизнес-класс, джет, девочки, бизнес-джет. Ой, короче, богатый мужик есть. Он к вам очень сильно неравнодушен. Но с вашей стороны 0 внимания вообще в его сторону. Вот смотрите, в 2022 году из любовных чудес будет какой-нибудь черный представительского класса воронок стоять под вашими окнами. И будет там сидеть, как говорится, мужик в костюмчике, который будет наблюдать за вашими окнами. А хрень вся в том, что вы вообще будете к нему равнодушны. А мужчина такой вообще. Вот за ним, да, бабы побежали бы. Побежали бы все бабы. Но только не вы. А знаете, что тут, девочки, из любовных чудес у вас читается, да? Абсолютное такое... как это сказать? Вот как это сказать про ведьмочку, да? Когда она, что хочу, то творю. Причем иногда так достаточно со стороны кажется совсем нелогично. Но тут запрещать вам жить, как вам хочется, невозможно никак. Так что, девочки, все, что вам в голову придет, все это и творите. Но вы очень сильно взбудоражите голову королю, девочки, богатому мужчине, который в своих чувствах не будет признаваться ни за какие ковришки к вам. Но из-за того, что вы необычная, нестандартная, мозгами, внешности и все остальным, он прямо, понимаете, будет аж пищать от вас. А вы, прям как истинная королева, как ведьма, иди ты нахрен, иди. Но вот почему это чудом называется в вашу сторону? Да, дайте посмотрим. Почему это чудо? Что это за чудеса-то такие-то? Любовник, что ли? Любовник, что ли? Кто-то из вас хорошо, девочки, погуляет. Но фишка в том, что в этом 2020 году вот это вот все равно пара из вас складывается, но все равно через какого-то этого мужа. Это либо мужчина при погонах, да, либо он полицейский, либо при власти, может депутат какой, да, или, ну тут даже не сколько бизнесмен, сколько вот именно таким со статусами какими-то, которые полномочия наделены, да, и вот вы ему как взбаламутите воду тому мужику, и он будет за вами следить, и, возможно, знаете, вы будете от него убегать, но будет у вас соединение. Вот, кстати, а почему вот именно с этим королем, которого вы здесь загадали? То есть дорога к нему какая-то такая странная, к этому мужчине идет у вас.
Вы не скоро и не сразу к нему придете, к этому мужчине, но вы как-то воссоединитесь. Как-то странно, девочки. Знаете, в чем это чудеса, любовные чудеса вот этого вашего расклада, да? Я-то думаю, что к чему? Причем тут вот это вот любовное чудо относится просто к челу, которым, ну, короче, просто на вас смотрит, а вы на него не смотрите, да? Оказывается, что чудеса не в этом мужике, а чудеса в том, что вы как-то через этого мужика будете воссоединяться вот с этим. Как-то воссоединяться. Как это будет выглядеть, непонятно. Но как-то вы с ним воссоединитесь. Какое-то воссоединение. Как будто вы идете к этому мужчине вот этот следующий весь год. Но как не то, что к нему идете, а вот как-то, я не знаю. Есть такие вот фильмы, когда начинается с конца. Вы видели такие фильмы, которые с конца начинаются, и потом типа какая-то развязка. Вот такие фильмы, это вот где-то начало в середине, через какие-то воспоминания идет, построенные, да? Фильм на воспоминаниях переключается с одного времени на другое. И вот у вас также. И получается в конце этого фильма, в конце 2020 года, 22-го, все встанет на свои места, и вы как-то вот все поймете про себя и про этого. Но вы как-то вместе это все поймете. Что, либо, ну, кто-то воссоединиться, девочки. Воссоединяться можно по-разному. Можно опять выйти замуж за него, кто развелся. Кто-то, девочки, опять с ним начнет встречаться. Либо воссоединиться в чем-то, в чем вы должны были воссоединиться изначально. И, возможно, не в любовных отношениях. Но мы-то гадали на любовные чудеса. Как-то у вас будет воссоединение с этим мужчиной, но как будто вы друг к другу идете спинами, понимаете? Вы идете друг к другу, но не вперед, а друг к другу приближаетесь спинами и встретитесь спина к спине. Вот какой-то такой интересный момент будет с этим мужчиной. А то, что он про вас сейчас думает, это, девочки, мама дорогая, понимаете? И это даже не случайно вот сейчас на Новый год, да? Потому что что-то такое будет на следующий Новый год с этим мужчиной. Вот такие вот, мои дорогие, дела. Ну что, давайте посмотрим четвертый вариант. Вариант мистиков, эзотериков, интуитиков, детей индиго. Ну что, девочки, четвертый вариант. Боже, как нам сегодня повезло. Вы посмотрите, мы собрали всех наших мужиков. Рыцаря, дурака, короля и опять рыцаря, девочки. Все 4 бинго сегодня. Все-таки вот под Новый год гадаешь, да, чем больше вот эти праздники, эгрегор работает, люди там молятся, поздравляют друг друга, все остальное, да. И смотрите, как карта для всех выпадает хорошо. Рыцарь мечей, девочки. 4-й вариант. Его чувство к вам сейчас. Он, девочки, опять же, думает о вас, но у него еще такое желание как-то мельтешить под вашими ногами. То есть этот мужчина хочет как-то вот недалеко от вас быть. Возможно, даже с вами не особо общаться, сколько он просто где-то хочет бегать рядом. Вот какой-то, знаете, какой-то кошачий у него интерес. Тереться об вашу ногу сегодня. Давайте еще глянем. Его чувства к вам сейчас. Его чувства к вам сейчас. И еще раз тоже, девочки, я смотрю, вы поздравляете друг друга с праздником счастья, любви, большого здоровья, женского нашего. Чтобы денег хватало на все хотелки, понимаете? Чтобы хватало на все, что вот вам хочется. Ну что, давайте посмотрим еще раз. Его чувства к вам сейчас. 4-й вариант. Влюблен, девочки. Он хочет об вас тереться. Он хочет вас слушаться. Он ведет себя, не в плохом смысле будет сказано, как животинка, как котик, девочки, да. То есть он хочет спать на ваших ногах, чтобы вы его держали на коленке, он лежал.
Скорее всего, у многих из вас это ждет. Если вы встречаете Новый год вместе, либо вот эти вот все ближайшие праздники январские, да, то я вам скажу, что на коленке он у вас еще либо пьяненький, либо уставший, поспит, понимаете? Человек, который хочет лежать с вами в обнимку, слушать, что вы говорите, ну, хочет быть просто котом, девочки. Как можно по-человечески описывать кошачьи чувства? Он кот. Я просто хочу мяукать. Я хочу мяукать, мурчать, сидеть в тепле и все такое, девочки. Любовная любовь тут выпала, да. Но смотрите, он все равно выпал рыцарем мечей. А давайте посмотрим, почему. Его чувство к вам сейчас. Подарок вас ожидает сюрпризом. Подарок сюрпризом, девочки. Заговоренный подарок. Что-то вас ждет. Вот этот мужчина, вот все, что он вам, девочки, даст или подарит, будь то либо это подарок на Новый год, на день рождения, ну, короче, все, что он вот сейчас первое вам даст после этого гадания, это все с магическим подтекстом. Приворожит вас. Вас приворожит кот. Поздравляю. Подарок с приворотом, девочки. Подарок с приворотом. А что вы думаете, подарков с приворотом не делают? Вот у меня тоже девочки были. Подарили мне как-то игрушку львенка. Мужчина лев львенка подарил. А я такая, знаете, чувствую от него что-то не то, такую энергетику такую. Я его тоже прямо спросила, говорю, а что это такое, типа, что ты на эту игрушку сделал, да? И он признался, что да, он с приворотом мне его дарил, чтобы я от него никуда не делась, не ушла, и чтобы его принимала. Так, давайте еще глянем. Его чувство к вам сейчас. Ну, что я вам скажу, девочки? Я не знаю, обнадежить, ну, точнее, говорить вам правду, эту температуру или не говорить. Но фишка в том, что ваш мужчина, вот этот, которого вы сюда загадали, его, как вы думаете, почему вы про него загадали? Почему вы про него думаете? Вы думаете просто так? Потому что вам захотелось, и вы про него думаете? Потому что вот это какой-то даже приворот идет на вас. И я тут говорю, что он подарок с приворотом подарит. А он, девочки, вот вы загадали, думаете по своей воле его. Нифига, девочки. Влюбленные, маг и фортуна, девочки. 3 старших аркана, между ними маг. Приворот. Приворот. Потому вы его загадали. Вот это, вы думаете из-за большой любви или просто вам захотелось? Приворот, девочки, вас приворожили. Хорошо это или плохо, смотрите. Если вам нравится в отношениях, вы чувствуете себя хорошо и вольготно, значит, кайфуйте от этого. А если, девочки, ваш тошнит от этого мужика, да, все это вот, мы должны сами себя приворот этот снимать. Вот такие дела. Ну, давайте еще глянем. Ишь ты, какой ты у нас тут приворотливый. Научился, видите ли, он тут дела всякими делать. Красоточек моих привораживать. А еще, смотрите, я тут про кота думаю. Что я говорю про кота, да? Не хочется обижать про мужчину. А что-то про кота. Тут и кот тоже участник этих событий. Кот-участник. Ну, не будем развивать тему. Как, да? Какие чувства испытывает к вам вот этот мужчина загаданный? Он будет, девочки, прятаться и не показывается. Но он смотрит на какое-то черное окно. На какое черное окно ты смотришь?
на черное окно и влюбленные девочки по любаху. Это приворот на вас. Причем, знаете, я вам скажу, что очень похоже на черную магию. Ну, очень похоже. Причем я даже вам скажу, на кого это похоже. Я вам даже скажу, как его звали. Вот если кто смотрит, да, «Битву экстрасенсов» можно назвать шоу, можно не шоу, конечно, там подсказки есть, но некоторые там как раз таки и есть такие, потому что знать то, что они знают, как бы не каждому дано на самом деле, да, и так это не сыграешь. И там есть, забыла, как его зовут, который, короче, не буду говорить про него самого, короче, там, где бес Толик обитает, да, и там, где про беса Толика, вот там такие многие вещи, да, что я вообще иногда, у меня волосы дыбом, потому что он в прямом эфире такие вещи говорит. С одной стороны, люди могут и не заметить этой фигни, да, и можно об этом говорить, но с другой стороны, он зря говорит такие вещи на камеру, да, но главное, что мало кто понимает. Но фигня в том, что у вас вот Влад Чреватый, сори, если я упоминаю кого-то, да, ну, короче, тут магия, девочки, и она не совсем с розочками и с розовой водой, да, с каким-то зданием с черными окнами, черные окна, он видит черноту в окне. И то, что он колдует, это факт. Но он об этом никогда не скажет. Но какие-то черные окна, девочки. Может, это шторы черные. У меня, кстати, черные шторы. И у меня сейчас волосы дыбом становятся. Я-то сейчас помню гадание, а потом я на это гадание перегадаю сама для себя, когда я его забуду. Но я так все время захожу на старые свои гадания, когда не помню варианты. И короче, мне сейчас даже волосы дыбом становятся, потому что я тоже тут какие-то черные окна идут. Так что, девочки, приворот. Кто это меня тут перевораживает, да? И ладно, давайте посмотрим, как это все в оракуле смерти будет у вас проявляться. Какие любовные чудеса в 2022 году вас ждут. Итак, любовные чудеса в 2022 году. Приворотик, приворот, ай-не-не. Тудун. Я не знаю, девочки, хотите радоваться, хотите нет, но вы будете под приворотом любовным. Но с одной стороны, может быть, это даже и хорошо. Для кого-то будет... Короче, если будет токсик, да, то помните, что если у вас токсик, плохие отношения с мужчиной, вы нервничаете, вы переживаете, то что мы делаем, девочки? Снимаем с себя приворот. Идем к какой-нибудь бабке и снимаем с себя приворот, понимаете? А если у вас, в принципе, все хорошо, значит, не хватало где-то такой сексуальной энергетики вам, чтобы вот к этому мужчине подтянуться. И поэтому некоторые мужчины делают приворот на женщин. Почему? Когда у них нету сексуальной энергетики, когда он хочет ее подтащить к себе, под себя точнее. Ну что, давайте еще посмотрим, какие любовные чудеса вас ждут. Паж крестовый. А что ты хочешь от нее? Все. Хочет быть для вас мужчина тем, кем... Это, короче, хочет быть любимым, девочки. Паж крестовый хочет быть любимым, под приворот вас завести, чтобы вы были... Ну, чтобы он был в ваших глазах любимкой. Поняли? Ну, такое двоякое чувство у меня на самом деле от расклада. Думаю, нифига себе тут так это вот. Ну, короче, ждите, девочки, в гости приворот. А то мы думали, что мы сами можем на мужиков делать привороты, и нам ничего за это не будет. А тут хоба, девочки. И вот вам приворот от мужика. Приворот от мужика. Капец. И знаете, в чем прикол? Он сработает. Вот что-что, но этот приворот не просто не ляжет на вас, он сработает, девочки. Ну что, давайте посмотрим еще его чувства сейчас у этого мужика. У этого. Нет, все, будет приворот. Что о нем говорить? Ладно, мои дорогие, вот такой вот был расклад. Я думаю, вы сегодня хорошо проведете вечерочек и ночку.
Загадывайте желание, кстати, загадывайте желание на бой курантов, девочки, да. Можете каждый раз одно и то же, с каждым боем. Или, например, ну вообще эту минутку посвятить мольбам о хорошем будущем. А если пойдете на улицу, не забывайте, что можно наступать на люки колодцев и загадывать желания, тем более в эту ночь. Прогуляйтесь до елочек, почему бы и нет, под елочкой на улице загадайте желание. Загадывайте, девочки, расслабляйтесь, кто пьет сок, кто-то мартини, кто-то шампанское, кто-то еще что-то, девочки. Празднуем, веселимся. Если вдруг кто-то остается один на Новый год, девочки, не переживайте совершенно. Потому что, когда ты проводишь Новый год сама, тут не надо там плакать и переживать. Зайдите на сайт знакомств, да, там сидят дофига людей, и каждый мужчина думает, что именно в эту волшебную ночь он встретит свою любимку, неповторимку. И они просто настолько все интересные люди в новогоднюю ночь, да, они все такие нежные, все ранимые, все ждут чуда. И вы также посидите в интернете, попереписывайтесь, очень даже клево. Можно даже по видеосвязи с кем-нибудь чокнуться, кстати. Так что даже не переживайте, что вы одни. Кто-то хочет просто покушать салата и лечь спать, все равно выйдите в новогоднюю ночь, пройдитесь, посмотрите по сторонам. Все, мои дорогие, любимые, хорошие, самые мои лучшие девочки. Я вас очень сильно люблю всех. И никогда, кстати, вот что за мной водится, никогда ни одному человеку я никогда не позволяла про вас говорить плохо. Потому что, знаете, все люди разные, да, и иногда бывали такие не очень приятные моменты. Но я была, например, на защите нас с вами, нашего с вами сообщества. Мы с вами много чего пережили, на многое что погадали, и слезы были, и счастье, радости были, и всегда мы были вместе с вами даже на каких-нибудь любовных свиданиях. А вы потом все время приходили к нам и рассказывали, как эти свидания прошли, рассказывали их картам, а карты рассказывали вам свою правду. Все, люблю, целую, обнимаю. С Новым годом поздравляю, с наступающим, девочки. Либо уже, кто будет смотреть, с прошедшим. Люблю вас, целую. Пока-пока.